Иван. Иван. Вы меня слышите? Иван. Как ваше настроение? Нормально. Мне так не кажется. Знаете что? Я вам выпишу антидепрессанты дополнительно. Мне все равно. Иван, что значит все равно? Вы хотите вылечиться или нет? Я хочу уйти отсюда. Отпустите меня. Хорошо. Я вас выпущу, и что? Куда вы пойдете, Иван? Куда? Вам есть куда идти? Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Привет. Здрасте, 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 здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Паша. И как вы это себе представляете? Да очень просто я себе это представляю. Он выходит отсюда, садится в такси и едет домой. Послушайте, Геннадий. Алексеевич, Геннадий Алексеевич, самое главное, что он все еще болен. он был здоров, прежде чем попасть сюда, в ваши пыточные подвалы. Не говорите ерунды. Нет тут никаких пыточных подвалов. Да без разницы, как вы это называете. Слушайте, я юрист Ассоциации фармацевтических производителей. Павел Алпатов – это член нашей ассоциации. Александр Евгеньевич, если он не уйдет отсюда вместе со мной… Вы что, меня угрожаете? Да бог с вами. Что вы такое говорите? Александр Евгеньевич, насколько мне известно, у вас ведь есть грант, да? Краковского университета, так? Господи, что они с тобой сделали, Паша? Но меня зовут Иван. Тебя зовут Павел. Павел Алпатов. Ты без вести пропал год назад. А я Настя. Твоя жена. Ты что, вообще ничего не помнишь? Я ничего не помню. Главное, что с тобой все хорошо, и ты жив. Добрый день. А вы, простите, Я Анастасия Алпатова, жена Павла. Павла? Да. Павел. Поздравляю. Вот Александр Евгеньевич сразу занял нашу сторону и нашел прекрасное решение нашей маленькой неувязочки. Да, Александр Евгеньевич? Ольга Владимировна, мы выписываем этого пациента. Как выписываем? Делайте, что вам говорят.
сожрут. А если рискнем, то у нас будет все. Слушай, ну это же просто бизнес. Мы же не альтруисты, правда? Паш, тут свежее белье, одежда, все на раковине. Выходи скорее, буду тебя кормить. Я тебе пельмени поставила. Ты же будешь пельмени? Конечно, ты будешь пельмени. Ты всегда их будешь. А как вы... Как ты узнала, где я? Мне позвонил какой-то мужчина и сказал, что ты в больнице. Какой мужчина? Ефим Давидович? Я не знаю. Что со мной случилось? У тебя своя фирма по выпуску лекарственных препаратов. Была. Потом ты сказал, что возникли какие-то проблемы. Но без подробностей. Позвонил мне с работы и сказал, что тебе нужно срочно уехать из города на пару дней. Все. Я больше тебя не видела. А потом? Что ты делала целый год? А потом я пошла в полицию, потому что я сразу поняла, что что-то случилось. Они не хотели брать заявление о пропаже. Сказали, что ты просто сбежал. Даже, по-моему, не искали тебя толком. А сотрудники? Кто-нибудь, кто знает больше? Ну, хоть какая-нибудь информация. Никто ничего не знает. А мой ноутбук или телефон? Ноутбук пропал, телефон тоже. Ничего не знает, никто ничего не может объяснить. А мои родственники или родители? Родители давно умерли. Паш, я думала, ты будешь рад меня видеть. Рад, что все наладится, что... И куда ты пошел? Мне нужно пройтись. Прийти в себя. Одному. Ты не волнуйся, я больше не пропаду. Обещаю. Алло, Лёш? Красивцев, ты не догадываешься, куда я еду? Не могу знать. Наверх. Отчитываться за вас, за бездельников. Почему у вас раскрываемость низкая? Хотя я подозреваю, что ты на работу давно забил. Товарищ полковник, я работы не боюсь, я работу люблю. Просто обстоятельства так складываются. Обстоятельства. Ты давай быстрее! Меняй свои обстоятельства, а то вылетишь, как пробка. Поехали. Да, хорошо. Ждите, ждите. Что у вас? Я хотел бы подать заявление о похищении. А кого похитили? Меня. Не понял, вы же здесь. Нет, не сейчас. Сейчас я нашелся. Похищение произошло год назад. Примерно. Я точно не помню, у меня
проблемы с памятью, но если нужно точную дату, могу уточнить у своей жены. А жену вашу не похищали? Такое тоже часто бывает. Вы что, издеваетесь надо мной? Я серьезно. Капитан Красивцев в курсе моего дела. Капитан Красивцев. А вот, кстати, и он. Привет, пупсик. Тебя что, уже из психушки выпустили? Мне нужно с вами поговорить. Пойдем. Ну, ясно, понятно. Спасибо. Если что, я наберу. Ну что, Павел Анатольевич? Они очень рады, что ты жив-здоров. Сказали, что дело можно закрывать. Как это закрывать? Меня похитили. Что значит похитили? Было заявление о пропаже. О похищении ни слова. Ни свидетелей, ни доказательств. Ничего. Но они меня похитили. Они сломали мне жизнь. Слушай, твоя жизнь при тебе. Не всем так везет. Вот, например, утырок решил деньгами разжиться. Полез в дом, получил пулю. По сравнению с ним ты просто в шоколаде. Здрасте, Эльвира Михайловна. Станислав Сергеевич, я к вам. У меня для вашего мужа очень хорошие новости. Павел, все, мы закончили. Прошу освободить кабинет. Мое дело не хотите обсудить? Нет, не хочу. Будут доказательства приходить, а пока прошу очистить помещение. Выставили? Что такое? Да ладно. Эй, чувак! Ты собираешься бегать по ментовке своего воображаемого друга? Что? Нашлась жена, друг больше не нужен? По боку? Отвали от меня! Ты мне больше не нужен! Понял? Хватит строить из себя девочку. Я здесь только потому, что ты этого захотел. Ты год пролежал в дурке. Год. И вышел случайно. По ошибке. Знаешь что, мне кажется, что тот, кто тебя засунул туда, захочет эту ошибку исправить. Не находишь, родной? Чего ты хочешь? Того, что и ты. Понять, кто ты и что с тобой произошло. Знаешь, этот коп может нам помочь. Да, я знаю, что он не горит желанием. Надо его возбудить. Ты же видел фотографии на его столе? Простите. Да, слушаю. У грабителя, который забрался к вам в дом, есть сообщник. В вашем доме. Вот, обратите внимание, видите? Кончик сверла. Угу. Он только начал сверлить и уже почернел. Знаете почему? Нет, конечно. Потому что это сверло по дереву, а не по металлу. И что, и какой смысл? Преступник имитировал вскрытие сейфа для того, чтобы замести следы. А вы что думаете? Что тут сверло? Непрофессиональный был преступник. Не подготовился, насмотрелся сериалов, как сейфы вскрывают. И вперед. Ну, могло быть так, как он говорит. Ну, могло быть так. Ну, только это ни о чем не говорит. Найдите эту крысу в моем доме. Я хочу знать, кто это. А парень этот пусть вам помогает, очень толковый. Так, Эльвира Михайловна. Стас, пожалуйста, не надо со мной спорить. Вы меня знаете, все беспокойство я компенсирую. Извините, мне пора. Господи. Алло, да. Что ты влез? Дело было на 2 пальца. Ранее судимый влез в дом. С испугу хозяин его застрелил. Он не грабитель. Нужно было просто грамотно закрыть это дело. Все. Не грабитель. Жду тебя завтра с утра. То есть мы договорились, я помогаю. Я жду тебя завтра с утра. А теперь давай договоримся. Давай. 2 джентльмена всегда смогут договориться. Always. Ты появляешься только тогда, когда я веду расследование. В мою частную жизнь ты не лезешь. Понял? Я хочу стать нормальным человеком. Ты? Нормальный?
Я стану нормальным, если ты мне дашь такую возможность. Ладно? И не ходи за мной! Алло, Пашкет! С возвращением, старичок. Мне Настюха твой номер дала. Ты зачем жену волнуешь? Это кто? Конь в пальто. Все с тобой понятно. Ладно, сейчас скину тебе адрес. Приезжай, будем восстанавливать твою память. Кот в дурке, а? Офигеть! Слушай, я вообще грешным делом подумал, что тебя грохнули. Грохнули? Кто грохнул? Пашкет, ну, я многого не знаю. Ты когда там БАДы свои продвигал, походу, кому-то крупному дорогу перешел. Ну, там люди тебя просили притормозить. Ты вроде как отказался, но запаниковал. Просил еще, чтобы я тебе травмат достал. Я поржал еще над тобой, дебил. А потом вот просто исчез. И что на самом деле было, я не знаю. Ты поможешь мне узнать? Слушай, то, что ты живой, это, конечно, вообще чудо. Настя год еле пережила. Хочешь в этом дерьме снова копаться, да? Уверен, что оно тебе нужно? Уверен. Старый я стал для всех этих движников. Ну ладно. Я спать, ты идешь? Подожди, пожалуйста. Ты сейчас все вспомнишь. Да что случилось? Паша.
завязывать мне глаза. Подъем, Шерлок. Как ты? Без утренней-то клизмы. В порядке? Давай, давай, бери себя в руки. Работать пора. Бонжур, монжур. А поздороваться. Что за манеры? Михаил Марушев, бывший военный, заядлый охотник. У них с женой сеть магазинов спортивной одежды. Она лицо фирмы, так сказать. В прошлом легкоатлетка, метала копье за «Динамо». Выиграла пару чемпионатов. А когда все это случилось? Хороший вопрос. 5 дней назад. Они с супругой собрались в отпуск. Дома забыли паспорт мужа, он не полетел. Ночью услышал, кто-то влез в дом. Он взял ружье, бах, прямо в сердце. Повезло. Не мучился. Жена бы его копьем заколола. Что думаете, коллега? Кто сообщник? Садовник. Я не знаю пока. Как не знаете? Подождите. Вас же сюда взяли как умника. Нет, как этого. Как следопыта. Чингачгука. А ты что? Ты небольшой змей, получается? Может, ты зря отказался от антидепрессантов? Такой тяжелый человек. Его не просто будет пережить. Как следопыта. Чингачгука. А ты небольшой змей, получается? Это был сюрприз на Мишин юбилей. Я все подготовила. На. Спасибо, дорогая. Все друзья ждали Мишу в Танзании. Там, знаете, охота, сафари. Билеты оплатили, прививки сделали, отель, и вот. Недешевая поездочка. Слушайте, дело не в деньгах. Вы понимаете, что такое 20 человек в Танзании собрать? Это же друзья, бывшие сослуживцы. И все на смарку, потому что Миша забыл паспорт. Вообще-то за документы у нас ты отвечала. Я не понимаю, как я могла забыть. Я просто ума не приложу. Но вы все-таки полетели, да? Ну, конечно. Рейс раз в 3 дня. Я решила дождаться Мишу на месте. Ну, надо народ разместить, встретить, понимаете? Потом Миша звонит и говорит: я человека убил. Ребята, я чуть не посидела. Спроси, что было после аэропорта. Скажите, а что было после аэропорта? Хороший вопрос. Я взял такси, поехал домой, сразу лег спать. Стекло разбили на цокольном этаже. Вы вообще ничего не слышали? Я перенервничал в аэропорту, и мне пришлось выпить снотворного. А проснулся я уже от звуков дрели, и сначала даже не понял, что это за звук. Взял ружье, поднялся в кабинет. А там человек в маске. Мне показалось, что в его руках автомат, и я выстрелил. А что мне оставалось делать? Может быть, мне надо было ему чаю предложить в моем собственном доме? Ты знаешь, что интересно?
Преступники не искали легких путей. Зачем-то разбили его на окно, в которое с трудом ребенок протиснется. А дверь на веранду можно выбить спокойно одним ударом. Да, это грубая инсценировка. Ты что делаешь? Я? Ничего. Трогай. Что, ложи на место. Ты не понял ничего? Я ничего не трогаю, это делаешь ты. Ты с кем разговаривал? Что с тобой не так? Я за тобой с утра наблюдаю. Так с кем ты разговаривал? Сам собой. Тебя сегодня долечили? Это проблема? Ты на людей не бросаешься? Нет. Голым не бегаешь? Нет. Ну и все. Ты, главное, работай. Все остальное мне до лампочки. Так, у нас трое подозреваемых. Водитель Ибрагим Мамедов, горничная Мария и повариха Оксана. У Марошева код сейфа был записан в мобильном как номер телефона. Любой из них мог его узнать. Ага, хорошо, ты их опроси. Мне нужно уехать по личному делу. Опаздываешь на процедуру? Вазелин. Кто это? Ну как? Стрельников Константин. Сам ты по лаборатории. Телефон не отвечает. Сейчас подъедем к нему, переговорим. Че, совсем его не узнаешь? Нет. Ну, я помню, мы на днюхе твоей с ним вместе бухали. Да, Пашкет. Что с памятью твоей стало? Как ты, Пашенька, пропал? На работе у вас проблемы начались. Костя не рассказывал подробно. Ну, вроде какие-то нарушения в лаборатории нашли. А потом Костю, моего Костю... Вы простите, что я вас спрашиваю. Я не хотел вас расстраивать. Ничего, мальчики, ничего. Уже отболело все. В общем, Костю моего за пьяную драку в полицию забрали. А он же ничего крепче шампанского в Новый год и не пил. И там прямо в СИЗО какая-то поножовщина была. И моего Костю. Светлана Бориславовна, держитесь. Мне ехать пора. Моего Костю. Слушай, ну, может, совпадение? Да? А то, что нас могут почикать невзначай, как Костю твоего, не думаешь? Знаешь, Лех, не надо тебе в это ввязываться. Угу. Да. Сейчас я себе память удалил, так и слился по-тихому. Сказал, помогу, значит, помогу.
Капитан. Капитан, Ты что приперся? мне нужно осмотреть тело грабителя и его квартиру. А больше тебе ничего не нужно? У меня интуиция. Слушай, засунь в задницу свою интуицию. Ты не сотрудник, тебе не положено. Тут полиция, а не Шарашкина контора. И вообще тут тебе не просто так. Однако это не мешает вам вести здесь частное расследование. Правда? Ты что, думаешь, это легко, что ли? Это вообще нелегко. Скажу тебе. Ладно. Что-нибудь придумаем. Ну вот, такой вот гражданин. 23 года, огнестрельное в сердце. Пуля из нарезного, вошла в правое предсердие аккуратненько. Мучился недолго. Если есть вопросы, задавайте. Судя по рукам, грязной работой он себя не утруждал. У него судимость. Какие-нибудь татуировки есть? Ни татуировок, ни шрамов, ничего интересного. Красавчик. Может, моделью был? Алкоголь, наркотики? Ни того, ни другого. Абсолютно чисто. Даже аппендикс на месте. Идеально ухоженный самец. Да. Как-то не очень он похож на закоренелого преступника. Не похож? Да, не похож. Где был в ночь убийства? На рыбалке. Утром Эльвира позвонила, сказала, что у Миши неприятности. Что думаешь, преступник действовал в одиночку? А вы думаете, нет? Я не знаю. Михаил часто оставлял телефон в машине? И постоянно и телефоны, и документы. Вечно за ним ношу. Ну, так себе квартирка. Для 23-летнего парня, который нигде не работает? Ну, может, родители помогают? У него родители работяги. Не вариант. Вот это же интересно. Они что, ходили с Маршем в один спортивный клуб? Совпадение? Не думаю. Позапрошлых деньги пропали. А я во флигеле жила, так хозяин сказал, что я ночью на 2-й этаж в окно влезла. Это я-то. Сказал муж сразу, что в трубу, что там. Какие все-таки люди бессовестные. Скажите, вы не видели, брал кто-нибудь телефон хозяина, Михаила, в его отсутствие? А вы знаете, было. Машка, горничная, она еще хозяйской помадой красится, хотя ей, совсем не идет. Знаете, бывает так, не идет. И Что с телефоном? Как что? А Михаил Анатольевич при мне уронил его на плитку. И по стеклу, знаете, такая сеточка пошла. Так он его сразу в корзину и выбросил. А я потом смотрю в окно, Машка мусор выносит, и она из этого кулька телефон вытащила и в карман положила. Давно это было? Месяц назад. Мы работаем круглосуточно. У нас 2 закрытых бассейна, 1 открытый с подогревом, тренажерный зал, теннисный корт, зал единоборств, 2 зала для групповых тренировок, а также йога, пилатес, сауна и массажный комплекс.
Один мой знакомый ходил в этот клуб и рекомендовал очень хорошего тренера. У нас все специалисты отличные. А имя вы не помните? Кажется, Макс. Макс. Да, Макс. Прекрасный специалист. КМС по пауэрлифтингу. Я позову. Слушай, отличное место. Интересно здесь. Психам скидки делают. Я бы в том месте подкачался. Вы знакомы с убитым Дмитрием Логвиновым? Нет, ни разу не видела. Мария, скажите, вы когда-нибудь что-нибудь брали из хозяйских вещей? Конечно, нет. Это репутация, понимаете? Если я что-то украду, меня больше никуда не позовут. Мария, у нас есть свидетель, который утверждает, что видел, как вы брали телефон хозяина. Это неправда. Мария, подумайте еще раз. Речь об убийстве идет. Вы брали телефон? Да он разбился, он его в мусорку выбросил. Сейчас он где? Я его отдала своему племяннику Максиму. Очень умный мальчик. Чинит технику своими руками. Я так понимаю, спортом раньше вообще не занимались? Нет. Вернее, я не помню. Скажите, а вы были тренером Дмитрия Логвинова? А это он вам посоветовал ко мне обратиться? В каком-то смысле. В каком-то смысле? Тоже, что ли, из этих? Из каких? Достали уже, уроды. Ну-ка, пошел отсюда. Никакой толерантности, ты посмотри. Тебе нужен другой тренер, дорогая. Дело в том, что Дмитрия Логвинова убили. Я помогаю в расследовании. А он что, был гомосексуалистом? Он здесь спонсора искал. Папик. Папик. Скажите, вы знаете этого человека? Ну так это он и есть. Папик его. Слушайте, ну если молчать, оно само-то не рассосется. А я не молчу. Я просто до сих пор не могу поверить, что Мити больше нет. Вот так вот нелепой случайности человека нет. Вы считаете это случайностью? Когда я понял, что передо мной Митя, у меня чуть земля под ногами не разошлась. Но ведь не разошлась же. Откуда он узнал про сейф? Один раз Эльвира уехала, и мы с Митей вдвоем гуляли по клубам. Закончились деньги. Вернулись домой за наличкой. Возможно, тогда он увидел, как я открываю сейф. Зачем же он все это разыграл? Почему просто не взял деньги? Не хотел, чтобы подозрение пало на него. Так, ладно. Чего делать-то будем? Может быть, оставим все как есть? Подожди меня на улице. Легкий человек оказался. Короче, он договаривается с водителем. Ну, типа того, он подсмотрел и сдал куда-то сейф. С водителем? А водитель, он что, в курсе, что Михаил узнать? В курсе. Только молчит за дополнительную денежку. Короче, сейчас даем этого водителя Эльвире и получаем свое. Что ты сел-то? Пойдем. Ну что, ты довольный, счастлив, да? Ну, воля. Иди. Иди, тебя ждут, умник. Ну что,
Давайте сверим показания. Ибрагим. Накануне отъезда я завез Михаила в бар. In-Out. Он вышел из машины, оставив телефон в машине. Я взял телефон и записал код от сейфа. Подождите. Вы сказали, что вы завезли Михаила в бар, не в кафе, в бар? Накануне отъезда? Да. Михаил, а вы не могли бы нам показать сертификаты прививки от желтой лихорадки? Сертификат о прививке? Вы же в Танзанию летели, а туда без сертификата не пускают? Никак. Ты куда клонишь? Желтая лихорадка – неприятная болезнь. И прививка тоже не сахар, но самое главное, что 10 дней нельзя употреблять алкоголь. Вы ведь не делали эту прививку? И выпивали накануне отъезда. Потому что вы не собирались никуда лететь. Вы собирались подставить и убить Дмитрия Логвинова. Я не пойму, вам денег мало, вы еще хотите? Я так понимаю, что Митя вас стал шантажировать и тянул из вас деньги, вам это надоело. Когда жена организовала поездку, вы воспользовались этим, сказали, что улетаете. Сказали Мите, что оставили для него деньги в сейфе. Сообщили код. Но только попросили инсценировать ограбление, иначе как бы вы объяснили жене, что пропала такая большая сумма денег? Ты эту чушь слышал? Чушь. Ну, чушь, не чушь. Вам придется пройти с нами. А я думаю, вам придется пройти куда подальше. Михаил Анатольевич. А что у вас у меня есть? Может быть, какие-нибудь доказательства? Ноль. Но мы же точно знаем, что вы его убили. Да, я его убил. Он был проституткой и мразью. Я избавил общество от этого мусора. И вы гордитесь этим? Ибрагим, пожалуйста, проводи товарищей полицейских наружу. До свидания. А ты чего? Забыл, где выход? Проблемы с памятью? Проблемы с памятью имеются. Но мы же точно знаем, что вы его убили. Да, я его убил. И что? Он был проституткой и мразью. Я избавил общество от этого мусора. И вы гордитесь этим? Ибрагим, пожалуйста, проводи товарищей полицейских наружу. До свидания. Предумышленное убийство. Да еще с признанием. Порядочная баба эта Эльвира. Лицо держит, все отдала, копейка в копейку. А что теперь будет с этим Михаилом? С ним все будет очень плохо, даже не сомневайся. От предумышленного ему не отвертеться. Жена показания даст, тренер. Ну, плюс признание. Какое-никакое. Ты вообще молодец. Котел у тебя дырявый, но варит. Буду считать комплиментом. Держи, твоя доля. Не надо. Что ж не надо? Найдите лучше материалы по моему делу. Там должна быть хоть какая-то информация. Я тебе сказал, значит, сделаю. Деньги возьми, не отказывайся. Ты заработал. Спасибо. Свободен. Позже созвонимся. Контора, которая на тебя наехала, называется «Стефания». Довольно крупная фармацевтическая фирма. Бандюки бывшие держат. Реально? Реально.
90-х коммерсов закапывали стариконы. Сейчас, конечно, обзавелись деньгами, манерами. Пошли в белый бизнес. И что, они до сих пор разборки устраивают? Вот это и странно. Наверное, нанимают крепких ребят по старой памяти. Приехали. Иди ностальгируй. Я тебя в машине подожду. Это точно? Теперь ты понимаешь, с такой побочкой препарат на рынок выпускать нельзя. Подожди, а если взять дополнительное время? Что-то доработать. Да твою мать, Петя, ты же гений! Ты же можешь что-нибудь придумать? Ну придумай ты что-нибудь! Ваня, успокойся, я прошу тебя. Ты сам видишь, ничего нельзя сделать. Мы хотели разработать новаторский препарат. У нас не получилось. 2 года работы! 2 года работы! Пашкет, ты там скоро? Память-то вернулась? Ау! Да. То есть нет. Я ничего не вспомнил. Здесь ничего нет. Иду.